данном видео мы покажем процесс изготовления гипсовой тяги по радиусу, а также расскажем об изготовлении подкладки, которая используется для облегчения, убирая толщину задней стенки, либо, как в данном случае, становится направляющей для установки декоров под подсветку. В видео вы увидите также процесс установки направляющих молдингов и деталей круглого потолка с подсветкой. В первую очередь очищается нож молдинга, чтобы протяжки были четкими и идеально повторяли рельеф железного профиля. Наши потолки с подсветкой производятся как квадратные, так и круглые, поэтому помимо прямых направляющих есть необходимость изготавливать направляющие по радиусу. В отличие от гнущихся синтетических аналогов, гипсовые радиусные изделия всегда изготавливаются по четким размерам, так как процесс производства аналогичен работе с циркулем. Помимо размера, гипсовые протяжки можно изготавливать также отталкиваясь от шаблона собранного гипсокартона, так как собранные короба не всегда имеют идеально выведенный радиус. Мастер фиксирует железный профиль на профиль молдинга. От центральной направляющей отмеряется необходимый радиус будущего изделия. Затем на деревянной основе, на которой будет происходить изготовление, примеряется размер радиуса. Выбирается центральная точка окружности. Брусок, относительно которого будет происходить вращение, надежно фиксируется к основе. Когда центральный элемент закреплен, приступают к установке железного профиля. Размер окружности повторно проверяется. Для удобства перевозки и монтажа окружности будут изготовлены из двух половин. Когда все размеры сверены, профиль устанавливается на брусок со шпилькой. Конструкция готова к изготовлению. По крайним точкам профиля карандашом очерчиваются внутренние и внешние радиусы. Внутри отметок мастер вкручивает шурупы, оставляя шляпки выпирать над поверхностью. Это необходимо для лучшей фиксации гипсовой подложки бруска к деревянной основе. Когда конструкция полностью собрана, можно приступать к изготовлению. Профиль ножа смазывается разделительным составом, он бывает разных фирм и устанавливается на брусок. Деревянная основа не смазывается, так как гипсовая подложка должна быть зафиксирована и плотно склеена с основой. Для этого дополнительно и вкручивались шурупы. В работе используется гипс марки Г-16 производства Самарского гипсового комбината. Пропорции гипса к воде указаны на каждой упаковке, они зависят от фирмы-производителя и марки гипса. Пластификаторов и добавок в смеси мы не применяем, так как данный гипс является очень прочным и предназначен специально для гипсовой лепнины. Компоненты смеси тщательно замешиваются. Смесь изначально делают более густую и распределяют в пределах намеченных радиусов. Дают гипсу немного схватиться на основе, затем приступают к первым протяжкам. Мастер шпателем распределяет гипс по профилю протяжки и начинает изготовление. Нож срезает излишки гипса, формируя необходимый рельеф. Первые протяжки являются черновыми и формируют основу. При необходимости в некоторых местах гипс добавляется. Мастер собирает излишки и повторяет протяжку. Количество протяжек зависит от сложности профиля.
ходе работы нож периодически очищается от остатков гипса, чтобы следующие протяжки получались без дефектов. Когда основа сформирована и гипс начинает застывать, мастер готовит жидкую смесь. Тонкой струей смесь наносится на заготовленную основу, так во время отливки выходит часть воздуха. Жидкая смесь заполняет все пустоты, позволяя довести гладкость рельефа до идеала. Мастер выполняет протяжки жидкой смесью. В ходе работы нож очищается для четкости рельефа. Перед каждой протяжкой на основу наносится небольшой объем жидкой смеси, и протяжка повторяется. Тяги выполняются до тех пор, пока не будет достигнута необходимая гладкость основы, без пустот и дефектов. Основу оставляют застывать. В это время мастер шпателем очищает железный профиль, устраняя все оставшиеся излишки гипса. Затем профиль основы откручивается от деревянной конструкции, оставляя открытым профиль самого молдинга. Когда гипс схватился, шпателем от излишков гипса очищается подложка, чтобы они не препятствовали ходу профиля при последующих протяжках. Также перед изготовлением края основы отпиливаются. Гипс, особенно в сыром виде, хорошо пилится обычной ножовкой. Также его можно без проблем сверлить, без сколов и трещин. Когда подложка очищена, все излишки гипса убираются и можно приступать к изготовлению. Устанавливается профиль молдинга. Ранее изготовленная подложка будет формировать заднюю стенку молдинга с выступом, на который устанавливаются детали потолка с подсветкой. Основа покрывается лаком в несколько слоев, так готовые изделия будет проще снять с подложки. Мы используем нитроцеллюлозный лак. После застывания лака основу также покрывают разделительным составом. Гипсовую смесь распределяют по основе. Когда смесь немного загустела, мастер приступает к протяжке. Процесс изготовления аналогичен показанному ранее. Нож срезает излишки гипса, формируя рельеф молдинга. Первые протяжки являются черновыми. С помощью жидкой смеси гладкость рельефа будет доведена до идеала. Постепенно добавляя смесь, мастер повторяет протяжки, пока не будет достигнуто необходимое качество. Затем мастер покрывает изделие жидкой смесью и приступает к повторным протяжкам. Уже после первого круга все пустоты заполняются, и рельеф становится гладким и четким. Мастер повторяет протяжки до тех пор, пока четкость рельефа не будет доведена до идеала. Когда изготовление изделий завершено, нож молдинга очищается от излишков гипса. Готовое радиусное изделие с пазом для установки декора выглядит таким образом. Используя данный метод работы, с основой или без, можно изготовить любой из сотен наших профилей молдингов и карнизов. Подробное видео об изготовлении молдингов и карнизов вы можете посмотреть по подсказке вверху. На объекте по нашим чертежам был собран гипсокартонный короб. Гипсокартон должен быть собран максимально точно, чтобы радиусные изделия могли быть установлены в соответствии с чертежом. От центральной точки потолка железным профилем вычерчиваются радиусы молдингов. Это необходимо для точной установки, так как есть возможность равнять молдинги только с этой стороны. Обратная сторона будет находиться в воздухе и поддерживать детали потолка. Намеченный радиус повторно проверяется. Затем мастер отмеряет размер внешнего радиуса.
Вычерчивает размер радиуса на потолке. Когда контуры радиусов отмечены, можно приступать к установке. Молдинги на объект доставляются в сыром виде, так их проще сверлить и бурить. На молдинг наносится насечка для лучшей сцепки клея с поверхностью короба. Подготовка клеевой смеси. В работе мы используем клей на гипсовой основе Forman 41. Клей наносится на подготовленную ранее насечку. Молдинг устанавливается по намеченному радиусу, помимо клея фиксируется шурупами. Сырой гипс легко сверлится шуруповертом, но при установке молдингов и карнизов в бетонной конструкции используется перфоратор. Он также отлично просверливает гипс без трещин и сколов. В первую очередь мастер делает углубления в местах фиксации шурупов, чтобы шляпки не выпирали над поверхностью, затем вкручивает сами шурупы. Когда деталь установлена, примеряется вторая часть молдинга. Наносится клей на гипсовой основе. Клей также наносится на торцы уже установленной детали. Молдинг фиксируется на клей, для надежности также устанавливаются шурупы. Мастер гипсовым клеем на черновую шпатлюет стыки деталей. Затем примеряется и устанавливается внешний периметр молдинга. Когда установлены детали внутреннего и внешнего радиуса, примеряется одна деталь потолка. Она должна с легкостью устанавливаться и четко фиксироваться на направляющих. Декоры на объект доставляются уже доведенными и покрашенными. Подробнее об изготовлении деталей из акрилового гипса вы можете увидеть в видео по подсказке вверху. Мастера тем временем заканчивают установку молдинга. Все стыки деталей на черновую будут зашпаклеваны клеем, затем мастера по доводке доведут все стыки до идеала. Когда установка завершена, проверяется полный комплект потолка. Все декоры должны четко встать по радиусу, без щелей и нахлестов. Декоры устанавливаются по симметричным парам, формируя цельный рисунок, где два вида окончания стыкуются с аналогичными. Потолок полностью разборный, и в любой момент для замены подсветки или уборки все детали могут быть извлечены и затем установлены на свои места. Установка и примерка потолка завершена. Мастера по доводке зашпатлюют все швы, покрасят в белый цвет. Также мастера по подсветке установят по периметру светодиодную ленту. Подробнее о подобной работе мы рассказывали в видео по подсказке вверху экрана. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте интересующие вопросы. Посмотрите также другие наши видео, в которых мы делимся процессом работы и различными тонкостями изготовления силиконовых форм, гипсовых и полиуретановых изделий.